Сегодня я не рад, что я фанат Amazfit. Тестировал все их девайсы, но не про все рассказывал в своих обзорах. Их квадратные часики Amazfit Bip, Bip Lite, Amazfit GTS, Amazfit Health и, наконец, Amazfit Bip S. И Bip S самые долгожданные. Мы так долго ждали, а получили ничего. Экран получше и, в принципе, все. Не разочарование, но ощущение, что меня опять обманули. Они продолжают эпопею Amazfit T-Rex. Главное сделать денег. Сейчас расскажу подробно. Tube 493, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры, опыт использования, долгие стримы про разные вещи и девайсы, которые я считаю достойными вашего внимания. Все быстро и просто. Ставьте лайк за труды и не забывайте о конкурсе. 5 Mi Band четвертых улетают раз в месяц подписчикам. С розыгрышем рандомно на стриме за лайк, подписку и комментарий к любому из видео. Начнем. Тезисно о печальной попытке сделать денег на продолжении Amazfit Bip. Умных часах Bip S. Пока распаковываю, вы прекрасно видите, что в упаковке все то же, что и в первых бипах. Ремешок, часы, зарядка на проводе, документация и все. Для тех, кто не знаком с первыми бипами, кратко, Amazfit Bip S это часы с функциями браслета с безумной автономностью от 30 дней и наличием GPS датчика для точного отслеживания вашей активности по карте. Могут они жить и 40 дней. В них, конечно же, есть пульсомер, уведомления, погода, вибро и защита от воды. В них нет сим-карты, Wi-Fi и других дорогих приблуд. А теперь подробно по часам Amazfit Bip S. Кратко, что поменялось? В отличие от обычных бипов, в S барометр убрали, увеличили цвета экрана и улучшили защиту от влаги и пыли. Плюс они стали на 1 грамм легче и появился Bluetooth 5 версии. Плюс на борту еще появился Always On Display. Завезли еще тренера-помощника в часике, можно управлять музыкой с этих часов без костылей на этот раз. Bluetooth пульсомер все так же не подключить. GPS стал молниеносным, быстрее, чем на Stratos 3 версии. NFC, конечно же, нет. Сразу идут на русском языке. Внутри обычный ЖК-экран, только со специальной светоотражающей подложкой. Цветной TFT ЖК-дисплей с диагональю 1,28 дюйма. И разрешением минимальным 176 на 176 пикселей. Отслеживание плавания есть, но без подсчета грибков. Настраиваются так же, как и первые бипы. В правом верхнем углу экрана подсказка с роликом по их настройке. Все одинаково с этими часиками. Добавлены различные графики физической активности. В оснащение входит датчик сердечных сокращений, GPS и Bluetooth 5 версии. В обычном режиме 40 дней они живут. Анимация шустрая и плавная. Настройка циферблатов из самих часов. Подсветка, зарядка теперь с щелчком. Часы являются водонепроницаемыми, выдерживают давление 5 атмосфер. Но их нельзя использовать для подводного плавания, купания в ванной, бани и подобного. Пульсомер показывает, как и первые бипы, удар в удар. В сравнении с нагрудным датчиком врут на процентов 10 при нагрузках. Подробнее при беге до километра показывают полный бред. Чем больше и равномернее бежите, тем реальнее показывают пульс. При беге дольше часа Bip S может залипнуть на высоком пульсе и не менять его, показывая полный бред из разряда 180 ударов на протяжении часа. Смайлы часы не показывают. Кому нужен Mi Fit, коннектить часы нужно к Amazfit программке, после чего часы появятся и в Mi Fit. Ну а дальше Amazfit можно удалять. Часы стали толще, цвет корпуса серый, кнопка торчит больше, чем на первых бипах, и это реально мешает. Плюс на экране стало меньше контрастности. Экран не блокируется, то есть во время тренировки можно делать свайп двух экранов вверх, чтобы смотреть разную информацию по тренировке. И работает свайп вправо, где есть кнопка паузы. При перманентном отслеживании пульса часы поедают минимум по 10% заряда в сутки. Сила вибро не настраивается. Конечно, нет микрофона и динамика. Вибрация средней силы. У черных часов серый цвет. Площадка под датчик пульса стала шире, и это удобнее, меньше давит на запястье. Без подсветки читаемость экрана хуже. Синхронизация с уведомлениями есть. Если с часов удалять каждое уведомление отдельно, то оно пропадает и на телефоне. То есть нажимать не очистить все сразу, это просто очищает все сообщения с часов, а открывать уведомления, листать в бок, и появляется кнопка удалить. Нажимаете на эту кнопку, и это сообщение пропадает и на телефоне тоже. И наоборот, после прочтения на телефоне в часах уведомления пропадают автоматически. Сообщения приходят от всего, чему будет разрешено их показывать на ваших часах. SMS, Viber, Telegram и подобное. Можно искать телефон с часов, конечно же, если они подключены. Активация поворотом запястья по мне отрабатывает на отлично, что крайне удивительно, редко такое встречается в часах. Пластик гипоаллергенный, но дешевый, сон считают адекватно. Умного будильника стокового нет, кастомные прошивки уже есть. Экран сенсорный.
трехмерный. Второй способ управления — кнопка. Рамки огромные. Плеером управлять можно, притом в стоке. Gorilla Glass третий месяц живут спокойно. GPS поедает около 6% заряда в час с рабочим пульсомером. В транспорте шаги считает. Метки поведения на наших дорогах здесь не помогают, кто понимает, о чем я. Управлять плеером во время тренировки нельзя. Пульс у воздуха считает. Как вы поняли, многозадачности в этих часах нет. Брак в часиках тоже встречается. Вперед на 4 PDA читайте и расстраивайтесь. Идеальных вещей в принципе не бывает, но не этого мы ждали от Bip S. Цена по ссылке в описании к видео около $89. Если использовать купоны и кэшбэки, реально купить за $68. Но смысла брать не рядом с домом мало. В магазинах в Российской Федерации они стоят около 5900 рублей. А вот когда понимаешь, что здесь можно добавить пару тысяч и купить Amazfit GTS, а это девайс уже совсем другого класса, появляется странное ощущение, что тебя чуть-чуть обманули. Ссылки на мои обзоры по всем упомянутым часам будут в описании. Там все подробнее некуда. Здесь то же самое с указанными изменениями. Как альтернатива данным часам, конечно же, это просто Mi Band 4. И все. Единственное, здесь есть еще датчик GPS и автономность побольше. Но опять же, это мое отношение к данной модели, потому что я ожидал Bip 2. И я ожидал от них, как и вы, очень многого. В итоге я не получил из этого ничего. Хотя можно себя обманывать. Резюмирую. Советую тем, у кого не было первого бипа. Или первые бипы у вас умерли. Хотя можно купить те же Bip Lite в 2 раза дешевле на распродажах. Или докинуть и купить Amazfit GTS. А еще лучше Amazfit Pace. Пусть без защиты от влаги, с малой автономностью, но с возможностью подключить нагрудный датчик. Если бы у меня не было столько Amazfit'овских часов, я бы сейчас был более эмоционален. А так, не ту дорогу Amazfit выбрали. Сделали себе имя и встали. Обсудим на стриме. Ставьте лайк за труды, пишите, делать ли обзор на Bip Lite. Они у меня уже месяца 4, как и Hey Plus 1S. Подписывайтесь на канал, наберитесь терпения и следите за своим здоровьем. Девайс сюда или нет, польза не отдаст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.